Мы когда договаривались об этом интервью, мы не подозревали, что произойдет убийство Алексея Навального в прошлую пятницу. И, как стало известно, вот мы опубликовали на нашем телеграм-канале «Обзиратель» письмо, которое Алексей Навальный написал вам. Вы его очень воодушевляли и как моральный авторитет, и как человек, который тоже прошел через все муки ГУЛАГа. Я так понимаю, что вы были в той же Владимирской колонии, что и Навальный. Он читал вашу книгу «Не убоюсь зла», и именно об этом он написал вам в письме. В апреле 23-го. В апреле 23-го года, да. Как вы прокомментируете эти события, Натан? Не во всех тюрьмах, в которых Навальный был, я тоже побывал. Так, например, сейчас его держали в Арктике, так далеко на север, кругом, да. Так далеко на север во времена Брежнева зэков не забрасывали. Но есть сейчас много признаков возврата к сталинизму, это один из них. Должен сказать, что в нашей с ним короткой, но очень эмоциональной переписке был такой своего рода черный юмор. Я вот писал ему, что я своего рода рекордсмен, был 405 дней в карцере и очень хочу сохранить этот рекорд, но, судя по всему, он его побьет, потому что я 405 дней был за 9 лет, он за первый же год, по-моему, был 120 дней. И вот его просто, можно сказать, добивали карцерами. На момент его смерти его приговорили к очередному карцеру, и он уже был больше 300 дней за 2 года, 2 с лишним года в лагерях. Каждый, кто был хотя бы 10 дней в карцере, знает, что это значит. И в конце концов его добили. Мы не знаем, как добили. Добили его карцером, добили его кулаком, пулей, ядом. Но ясно, что этот жуткий мстительный режим физически уничтожил Навального. Я надеюсь, что человек, который сделал так много для разоблачения этого режима, и который выражал, в частности, и в письме ко мне надежду и уверенность, что сотни тысяч людей продолжат эту борьбу, я надеюсь, что так это и будет. Да, но как вы оцениваете сегодняшний режим и режим, ну, скажем так, уже брежневского застоя, режим, ну, скажем, постсталинский советский режим, по-моему, нынешний режим гораздо более свирепый? Значит, все, что было при Брежневе, более-менее Путин вернул. Ну, вот единственное, что тот факт, что я мог переписываться с Навальным, через его адвоката, это показывает, что все-таки были какие-то еще, так сказать, отклонения, которые, я думаю, вот-вот тоже отпадут. Ну и свобода иммиграции все еще существует, основная тема нашей борьбы. А в смысле, скажем, сроков, опять стали давать 25-летние сроки за изменение Родине, Карамурзе, вот, Навальному 19 лет. Это сроки, которые напоминают нам о сталинских временах. Мне точно за такой же приговор дали 13 лет, при том, что максимум был 15. Или же условия содержания, вот ведь так, как содержали Навального, я говорю, это еще более жесткие условия, чем те, которых содержали нас. И да, я думаю, этот режим, если его не остановить, дойдет и до сталинского ГУЛАГа. Натан, скажите, как, на ваш взгляд, должен был отреагировать Запад? Потому что Байден обещал страшные казни путинскому режиму, если Навальный умрет. Но вот когда его спросили, что теперь будет Россия, он развел руками и говорит, а мы уже все санкции, которые только могли, ввели. И, в общем-то, судя по всему, кроме выражения озабоченности, ничего Путину не будет. И я так понимаю, что это даст ему зеленый свет к следующим убийствам. К сожалению, ситуация, в которой, скажем, находился я, и в которой находился сегодня Алексей, отличается тем, что в тот момент у Запада было много рычагов давления на Советский Союз, прежде всего экономические отношения и гонка вооружения. И Советский Союз был очень заинтересован в том, чтобы Запад перестал состязаться с ним в научно-технических достижениях в пользу военного оружия, и в том, чтобы началась экономическая торговля, поскольку
Советский Союз разваливался. И вот именно это использовали США, их союзники, и Израиль в давлении на освобождение таких людей, как я, и свободы иммиграции и так далее. Сегодня как бы Путин уже сжег все свои мосты с Западом. Сегодня и Америка, и Европа помогают Украине в борьбе против России. Путин по существу объявлен международным преступником. И поэтому он чувствует, что у него руки гораздо более развязаны. Я думаю, лучший ответ в этом плане было бы немедленное принятие решений о поставке Украине оружия, которое бы обещали, может быть, даже дополнительного, усиления конфронтации с Россией по всем пунктам, прекращение всяких сотрудничества с Россией на дипломатическом уровне. Ну, такой абсурд, что представитель России сидит в суде Гааги, когда там обсуждается жалоба против Израиля. Ну, полный абсурд. Если это страна, которая самые элементарные права своих граждан не соблюдает, и просто такой международный гангстер, его, конечно же, надо отстранять и исключать отовсюду. И только такого рода полная изоляция Путина и в то же время активная помощь всем его противникам может усилить внутреннюю оппозицию Путину и, в конце концов, может быть, привести к устранению от власти. Иначе словами, конечно, и заявлениями здесь трудно что-либо сделать.